Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам один очень интересный джемпер. Вы сейчас его видите на экране, который сразу обращает на себя внимание. На первый взгляд он кажется довольно простым и лаконичным. Выполнен в спокойном стиле, без лишних деталей, но именно в этом и заключается его особенность. Основное полотно здесь связано лицевой гладью, благодаря чему он и выглядит современно и универсально. А вот настоящим украшением становятся рукава, которые связаны узором, который я сегодня хочу разобрать вместе с вами. Именно они задают характер всей модели. Посмотрите, насколько выразительный узор здесь использован. Он создает красивую фактуру, придает изделию глубину и делает образ более стильным. Еще одной изюминкой джемпера, который я вам показывала, является вырез с декоративной застежкой и небольшим разрезом по центру переда, которые дополняют стиль самого джемпера и делают его интересным и привлекающим взгляд. Навесные петли здесь связаны без отрыва нити. То есть после кромочной петли нужно провязать несколько воздушных петель, затем вернуться к вязанию полотна. Пуговки же здесь выполнены. Это обычные шишечки, узелки, которые я уже показывала в контексте узора с этим элементом. А в этом видео я покажу вам именно сам узор, которым связаны рукава. Хочу разобрать все элементы этого узора. Вы видите, он состоит из нескольких. Здесь вот такая интересная коса или жгут и вот такие декоративные ажурные элементы. Также по ходу видео расскажу, как не запутаться в самом узоре, синхронизировать все его элементы и вязать, не заглядывая в схему. Итак, давайте просто для начала рассмотрим сам узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, он будет выглядеть очень-очень похожим. Единственное, что вот эти листочки, они будут смотреть вниз. Изнаночная сторона данного узора выглядит вот таким образом, так как здесь много промежуточной изнаночной глади, то по изнанке, соответственно, лицевые петли идут в большом количестве, и изделие получается тактильно приятным. Пряжу здесь можно использовать любую гладкую, пушистую, можно пробовать даже тоненькую ленточку. Очень красиво будет этот узор выглядеть в буклированной пряже, только с моей точки зрения в более светлых оттенках. Свой этот образец я вязала из стопроцентной шерсти, так как уже осень у нас приближается и хочется чего-то уже более теплого и уютного, поэтому выбрала я тонкую шерсть. Здесь идет 320 метров в 100 граммах, и спицы у меня были номер 4. Раппорт данного узора составляет 28 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Несмотря на такой большой раппорт узора, здесь нужно запомнить, по сути, 2 ряда, как провязывать. Дальше все интуитивно понятно и можно не заглядывать в схему. Как ориентироваться, я буду рассказывать по ходу видео. Итак, я буду провязывать неполный раппорт узора. Я сокращу все изнаночные вот эти промежутки до 2 петель. Далее коса, вот этот жгут, это 8 петель, я их так и оставляю. Вот этот элемент вязания, японский листик, это 1 петля. Ажурная дорожка 2 петельки. Ну и здесь листик тоже 1 петля. Итак, давайте начнем.
Первая петля это кромочная, я ее просто переснимаю. Далее провязываю 2 разделительные изнаночные. Вы же провязываете или по схеме, или как вы себе рассчитали и как вы видите этот узор в изделии. Дальше я провязываю петли жгута. Для этого первые 4 петли я провязываю просто лицевыми. 3, 4. Делаю накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязываю простым способом, вы можете провязывать или же протяжкой, или так, как я, кому как удобнее. Далее 2 изнаночные разделительные петли. Листик в этом ряду я провязываю просто лицевую петлю. Далее вновь идет 2 изнаночные разделительные петли. Ажурная дорожка, она будет чередоваться. Накид 2 вместе, в следующем лицевом ряду 2 вместе накид. Итак, в этом ряду я делаю накид и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так как при убавлении в этой ажурной дорожке все убавления смотрят от накида в противоположную сторону. И 2 изнаночные петли. И таким образом я покажу вам на вот этом маленьком образце, как провязывать все эти элементы вязания. В четных рядах все элементы вязания, все узоры, собранные в этом мотиве, провязываются по рисунку. Никаких нюансов нет. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной петлей, при вязании по кругу лицевой. Я думаю, сложностей здесь никаких не должно возникнуть, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочная, 2 изнаночные разделительные петли, далее 8 петель жгута. В этом ряду я буду провязывать на вот первых 4 петлях сам жгут. Нить у меня находится за работой. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, а следующие 2 провязываю лицевыми. Затем перед работой поднимаю левой спицей не провязанные петли, аккуратно все спуская, придерживая пальцами. И за работой я подхватываю правой спицей уже провязанные петли. Делаю перекрещивание, и таким образом у меня на левой спице не провязанные петли, а на правой уже провязанные. Теперь я просто провязываю оставшиеся 2 петли лицевыми. А вот следующие 4 провязываю просто лицевыми. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные разделительные петли. Листик в этом ряду я провязываю также просто лицевой петлей. Далее 2 изнаночные разделительные и ажурная дорожка. В прошлом лицевом ряду мы делали накид 2 вместе, значит сейчас у нас будет 2 вместе с наклоном вправо, так как убавление смотрит в противоположную сторону от накида, и после убавления делаю накид. И 2 изнаночные разделительные, кромочная петля. Пятый ряд. Кромочная, 2 изнаночные разделительные петли. В этом ряду я буду первые 4 петли провязывать просто лицевыми. 1, 2, 3, 4. А на следующих 4 буду выполнять ажурный узор. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные разделительные. И вот в этом ряду я буду выполнять листик. Я спускаюсь на 4 петли вниз. Вот моя первая петля, которая на спице. Далее 1, 2, 3. Вот в третью эту дырочку. Петля это 4, то есть 1 петля на спице, 2 петля, 3 и 4. Но мне проще считать по дырочкам, поэтому кому как удобно считать. И вот в эту петельку я продеваю спицу, подхватываю рабочую нить и провязываю лицевую петлю. Далее со спицы провязываю лицевую петлю. И еще одну петлю я провязываю с той же самой петли, опускаясь на 4 петли вниз.
Вот таким вот образом. У меня получилось провязано из 1 3, но вывязывала я их на 4 ряда ниже. Далее 2 изнаночные петли. В этом ряду я делаю накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные. Как вы видите, в этой ажурной дорожке последней запутаться невозможно, потому что видно, какая была петля в предыдущем лицевом ряду, то ли накид, то ли лицевая. И из этого делаем вывод, как нам вязать сейчас. 7 ряд. Кромочная, 2 изнаночные разделительные. Теперь я смотрю на свой жгут. В предыдущем ряду я выполняла ажурный узор из вторых 4 петель, значит в этом ряду я буду выполнять минималистично этот жгут на первых 4 петельках. Итак, нить за работой, первые 2 переношу на правую спицу, следующие 2 провязываю лицевой. Вы можете пользоваться дополнительной спицей, если вам так удобнее. Я не очень люблю много инструментов. Отдаю предпочтение, чтобы у меня была пряжа и спицы. Итак, выполнила перекрещивание и провязываю 2 лицевые петли. Как вы уже поняли, провязывая этот жгут, чередуется в одном лицевом ряду провязывается жгут на первых 4 петлях, в следующем лицевом ряду провязывается ажурный узор на вторых 4 петлях. Начинается с ажура и будет заканчиваться ажуром. То есть между большими вот этими переплетениями кос 4 на 4 будет у нас 4 раза ажурный узор и 3 витка жгута. Итак, дальше продолжаем наше вязание. 4 петли, которые были в предыдущем ряду провязаны ажуром, я в этом ряду провязываю просто лицевыми петлями. Далее 2 изнаночные разделительные. Листочек вот этот я в предыдущем изнаночном ряду все петли провязала изнаночными при поворотном вязании. В этом ряду я буду их сокращать, провязывая 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Для этого первые 2 петли я переношу на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. Таким образом я их поменяла местами, затем все 3 петли провязываю вместе одной лицевой. Вот так выполняется этот листик. Далее 2 изнаночные разделительные и ажурная дорожка. Вот у меня здесь был первым накид, значит сейчас будет у меня 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем накид и 2 изнаночные разделительные петли. 9 ряд. Кромочная, 2 изнаночные разделительные петли и смотрю на свой жгут. В предыдущем ряду я выполняла перекрещивание, а ажур не был выполнен. Значит, в этом ряду я провязываю 4 первые просто лицевыми и делаю ажурный элемент. Накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее, чтобы мне не смотреть в схему, я просто считаю по виткам. У меня должно быть 3 витка, после чего я делаю большое перекрещивание 4 на 4. Но при этом у меня предыдущий ряд должен быть ажурным. Сейчас у меня 2 витка, значит в следующем ряду еще перекрещивания я делать не буду. Далее 2 изнаночные разделительные, листик. Листик выполняется через один ажурный ряд относительно косы. Вот когда мы выполняли прошлый раз ажурный этот, мы выполняли сам листик. Значит, этот раз, когда я провязываю ажурную часть косы, я листик провязываю просто лицевой петлей. Далее 2 изнаночные,
Ажурную дорожку провязываю в каждом лицевом ряду, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные разделительные петли. 11 ряд. В этом ряду я буду выполнять перекрещивание в косе в этой в жгуте. Листик буду провязывать просто лицевой, и жгут я буду смотреть, с какой петли он у меня начинается. Вот начинается он у меня с накида, значит буду начинать с 2 вместе. Итак, кромочная, 2 изнаночные, перекрещивание 2 на 2, провязываю 2 следующие петли, потом перед работой подхватываю на левую спицу не провязанные петли и затем их провязываю. Итак, вот это третье перекрещивание у меня. Ажурную часть я выполняю просто лицевыми петлями. Далее 2 изнаночные разделительные. Так как я выполняла в этом ряду жгут, то листик в любом случае это будет просто лицевая петля. Далее 2 изнаночные. Ажурная дорожка начинается с накида, значит в этом ряду я делаю 2 вместе лицевой, а затем накид. И 2 изнаночные. 13 ряд. У меня 3 здесь витка есть, но ряд заканчивался не ажурной частью. Значит, в этом ряду еще рано мне делать перекрещивание 4 на 4. Я буду провязывать ажурную часть этого жгута. Кромочная, 2 изнаночные, 4 лицевые петли, 3, 4 и ажур, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли. Так, в этом ряду я выполняла ажур, значит я смотрю на свой листик. Явно видно, что при вязании предыдущего ажура листик не был выполнен, так как здесь много идет у меня подряд лицевых петель. Значит, сейчас я должна выполнить листик. Я спускаюсь на 4 ряда вниз, то есть это у меня третья дырочка. 1, 2, 3. Первый ряд, петля, которая на спице, второй, третий и четвертый. Это на 4 ряда вниз. Но мне удобнее считать по дырочкам, поэтому так и показываю. Стараюсь показать крупным планом, чтобы вы понимали, о какой петле идет речь. Итак, первая, вторая и третья. И вот в эту третью я опускаюсь и поднимаю лицевую петлю. Далее провязываю одну лицевую со спицы и вновь из этой же петли провязываю еще одну лицевую. Все, листик выполнен. Далее 2 изнаночные разделительные и ажурная часть. Здесь у меня было 2 вместе, значит первым в этом ряду у меня будет идти накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. 15 ряд. Основой этого узора является жгут, поэтому я отталкиваюсь исключительно от него. Итак, 3 витка у меня есть, и последний ряд у меня был здесь ажурный. Значит, здесь я в этом ряду буду выполнять перекрещивание 4 на 4. Кромочная, 2 изнаночные петли. Перекрещивание 4 на 4 с наклоном влево. Нить за работой. Вы можете выполнять все витки вправо. Суть этого узора, что все витки должны быть направлены в одну сторону. Мне как-то удобнее, наверное, просто влево, поэтому я влево выполняю. Вы можете выполнять это вправо. Повторюсь, главное, чтобы все витки, и маленькие, и большие, смотрели в одну сторону. Хотя можно дать волю фантазии и вязать, как вам нравится. Итак, нить за работой. Первые 4 петли я переношу на правую спицу, не провязывая их. Нить немного подтягиваю, но не сильно. Вот так у меня петли расположены на спице остаются, когда натянута нить. Придерживаю немножечко нить пальцем и провязываю следующие 3 лицевые петли.
Далее 4 эти петли провязанные пропускаю, а вот первые 4, которые были не провязаны, подхватываю левой спицей. Так, нужно спустить чуть-чуть к краю. Вот, подхватила левой спицей, аккуратно спускаю все 8 петель, придерживая указательным и большим пальцем. Вот у меня не провязанные петли остались на левой спице перед работой. Значит, за работой я подхватываю 4 провязанные петли. Делаю перекрещивание и провязываю первые 4 петли, которые не были провязаны ранее. Все, перекрещивание выполнено. Далее 2 изнаночные, так как я делала здесь перекрещивание, листик не провязывается в этом ряду, но так как мы в предыдущем ряду провязывали из 1 3, значит в этом ряду я делаю убавление и провязываю 3 петли вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот, провязала все 3 петли вместе. И вот дорожка из этих листочков у меня получается. Далее 2 изнаночные, ажур. В этом ряду я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю накид, и на этом все. Провязать осталось 2 изнаночные разделительные и кромочную петлю. Итак, я провязала 16 рядов данного узора. Далее он выполняется точно так же, с единственным отличием. Это то, что вот коса у нас шла по правой стороне, а ажур по левой. После большого переплетения 4 на 4 меняется. Сначала идет ажурная часть, а вторая часть – это маленькие жгуты. Я покажу, как выполняется этот переход, а далее они вяжутся точно так же, поэтому нет смысла затягивать видео и показывать одно и то же. Итак, 17 ряд, кромочная, 2 изнаночные петли. И вот на первых 4 петлях я должна выполнить ажур. Как я уже говорила, после большого переплетения коса начинается с ажурной части и заканчивается также ажурной частью. Вот у меня выполнено большое переплетение, и сейчас я буду провязывать ажурную часть. 3 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Вы можете провязывать это как я или же протяжкой. Далее накид, 1 лицевая, накид. А вторую часть жгута я провязываю в этом ряду просто лицевыми петлями. В следующем же ряду это будет меняться. Ажурная часть лицевыми петлями, а во второй части я буду делать перекрещивание 2 на 2, в моем случае это влево. Далее 2 изнаночные петли. Смотрю на листик, так как я в этом ряду выполняла ажурную часть косы. Я вижу, что листик я делала совсем недавно, поэтому в этом ряду, видите, здесь еще нету большого количества лицевых петель, поэтому в этом ряду я провязываю его просто лицевой петлей, то есть выполняю через раз. Дальше 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные петли. Вот так легко выполняется этот узор. Я думаю, я дала основу, чтобы вы не запутались в узоре и могли его вязать, не подглядывая в схему. Также мне очень хочется, чтобы этот узор вдохновил вас на новые проекты, и вы поделились в комментариях, где бы вы использовали такой узор в своих работах. Всем хорошего дня и легких петелек. До встречи на канале!